Софочка, покажи, какая ты большая и красивая девочка стала. Блин, уже в камеру ребенок не вмещается. Ребенок, ну что ты? Ты хоть привет народу скажи. Стеснительная, типа того. Ребята, не верьте ей, на самом деле наглая рыжая рожа. Да? Наглая рыжая рожа. Потому что квартиру разваливает на 6 сек. Ну все, беги. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Есть, так, да, есть микрофон. Помимо микрофона есть еще желание свалить до конца недели, а возможно до начала следующей, и просто побыть маленечко без ютуба. Это еще не точно, посмотрим, если получится, то поедем завтра. И на всякий случай просто хочу предупредить, чтобы не теряли, все нормально, все хорошо, просто пока ничего не будет. Без вас постараюсь не бриться, ну а там как получится. Ну, это такая маленькая прелюдия. На самом деле, бритье. Ну и, конечно же, поболтушки перед бритьем. В качестве поболтушек сегодня может выскочить такой очень интересный вопрос, который задал Вася Батарейкин. Не Жорж Батарейкин, Вася Батарейкин. Мужики, нужен грамотный совет. Я уже не раз поднимал вопрос, но пока не могу понять, куда идти. Что имеем? Ежедневное бритье, станок 89 голова, комфортные лезвия к нему, рапира РПЛ, рапира Platinum. Вопрос. Для BBC требуется 3 полных прохода и много-много добривок. Сложности в районе усов и подбородка, проблемные зоны. Приходится много елозить по этим местам, пробовал острые лезвия и того раздражения. Так куда и мне идти? Что купить, чтобы попасть сразу в масть? Вроде как, думаю, может купить Merkur 34C и попробовать острые лезвия, или купить станок чуть агрессивнее, чем 89 голова, и гонять по той же рапире PL. Вариантов решения тьма тьмущая, и на самом деле все это будет ложиться на плечи, конечно же, Василия Батарейкина. Почему? Ну так поверхностно, если просто пробежаться, там ребята, да, кое-что уже насоветовали, я бы ему предложил несколько вариантов. Если уже нащупал 89-ю голову и РПЛ как основной компонент, который он выбрал, с единственным ограничением, что ежедневное бритье и проблемные зоны у него так себе выбриваются, он хочет прям чтоб лялечка, то он правильно сделал, поставил, я бы так сделал, поставил более агрессивные лезвия. То, что он получил раздражение, это закономерно, потому что человек бреется же РПЛ, потом ставит агрессивные лезвия. Стал ли он менять схему бритья при этом? Навряд ли. Скорее всего, брился точно так же. Но лезвие это поставил более агрессивное, значит, как следствие, нужно себя больше контролировать, чтобы не давить, не дай бог. Возможно, поиграться самой техникой бритья, так как лезвие другое и исходники уже другие, то возможно не только не давить, но еще где-то, может быть, даже еще и от верхней крышки попробовать. И вот это все не единственное. Надо же еще не забывать, что человек сменил сам способ бритья, то есть лезвие поменял, то есть воздействие на кожу стало другое, более агрессивное. Значит, чтобы минимизировать все это, во-первых, нужно вот сделать то, что я сказал, во-вторых, нужно время дать коже привыкнуть. Как минимум недельку-то погонять, чтобы оно акклиматизировалось. Это один вариант. Второй вариант – взять более агрессивный станок. Это чревато. Чем же? Он саму агрессию уже не лезвием будет поднимать, а конструктивом станка. И фиг его знает, пойдет ли у него РПЛ в точно таком же варианте, как она у него шла на 89-й голове. Может быть, у него те самые РПЛ уже будут как фи-фи-фи и не перестанут работать. Если бы он мог, Вась, если бы ты мог взять на погонять, но это другой вопрос. А сразу покупать, рюхаться во все это, ну нет, нет.
я бы не рискнул. Надо тогда курить форум, гуглить, смотреть YouTube и прикидывать, на что там можно замахнуться. Так, с кондачка просто 41-й тебе советовать я бы тоже не стал, потому что у нее определенные ограничения. И если у тебя кожа не такая кирзовая, как у тех ребят, которые говорят, что они могут чуть ли не каждый день ее использовать, такое редко, но бывает, то он бы тебе тоже так бы не зашел. 37-й сланд вполне себе может быть. Бреет ничуть не хуже 89-й, а возможно даже еще и поинтереснее, но плюс ко всему он еще и мягонький, самый мягкий из всех слантов. Вот в этом направлении, да, стоило бы подумать. Почему именно этот вопрос сегодня решил поднять? Ну чтобы точку уже поставить, Rockwell, Прогресс, Тарам-Дарам, вот сейчас многие бы сразу сказали так, да, ребята, это тоже как вариант, тоже можно посоветовать, но это уже будет чуточку подороже. Как-то вот так. Но вот теперь. А почему решил сегодня именно вот на этом акцент сделать? То, что я сейчас скажу, это по большей части предназначено для новичков, потому что старички это и сами знают. Просто мы не говорим об этом. Но знать-то мы это знаем. А новички постепенно до этого доходят и не всегда принимают это в расчет, а стоило бы. Что я имею в виду? Т-образные станки. Я давным-давно уже пришел к мысли, что нет самого лучшего. Вот просто нет. Есть просто разные станки, которые каждый из них обладает, первое, какими-то техническими данными, как то геометрия, материал изготовления, как следствие вес. В геометрии я прежде всего подразумеваю не только внешний вид, но и конструктив головы, все зазоры, габ, прочее, вылет лезвия и, как следствие, агрессивность. Плюс ко всему, эстетически смотрятся все станки по-разному. То есть какие-то из такого материала, какие-то из такого, какие-то так обработаны, некоторые так обработаны. И регулировка. У некоторых она есть, у некоторых ее нет. Это все заключено уже в определенном станке. Если вы взяли какой-то станок, пускай самый простой, самый неказистый. Это у вас начальная система. Просто в базе станка уже заложено, что вы можете менять его характеристики только подбором лезвий. Возьмите 50 человек, дайте им всем одинаковый станок, и каждому из этих 50 выдайте, например, набор лезвий там, из 10 штук. У каждого одинаковый совершенно. Из этих 50 я не думаю, что так уж много народу соберет для себя оптимальный вариант, допустим, из первых 3 лезвий. Да, некоторые позиции будут у многих совпадать, но все равно все будет разниться. И самые любимые лезвия все будут называть разные. Почему? У всех разное отношение к жизни, разные тараканы, разный характер, разный менталитет, разная моторика, разная психика. Усложняем у всех, вернее облегчаем, разная щетина, разная кожа и разные пожелания к качеству бритья. Железка одинаковая, лезвия одинаковые, это разное. Поэтому люди, включая вот это вот все, что им башка подскажет, выберут разные лезвия. Только исходя из того, какую картину они у себя на лице видят. Получается, покупая просто обыкновенный станок, вы уже можете регулировать его агрессивность путем подбора лезвий. Дальше. Вы этим наелись. Вы уже подобрали для себя оптимальное лезвие, вот, например, как Вася Батарейкин, и он для себя уже путем экспериментов вывел РПЛ. Замечательно. Но это еще не все. Вы можете путем замены ручки, просто убрав то, что у вас есть, а поставив что-то другое, более легкое, более тяжелое, более длинное, более короткое, более толстое, более узкое. Кому-то все равно он бриться будет. То есть вот кто что подберет. И вы уже поменяете качество бритья. У вас хват будет другой, распределение, расфасовка, усилие будет другая. И как следствие уже будет другим бритье.
С моей стороны, это не ахти какой сильный фактор, который кардинально может поменять ваше бритье. Но некоторые изменения он все-таки внести может. Как, например, если вы, например, ставите более тяжелую ручку, а станок у вас такой достаточно бодренький, то при более тяжелой ручке вам, как хотите вы того или нет, придется меньше давления на кожу лица оказывать, и он будет брить уже несколько иначе. Это небольшие, но все-таки изменения. Дальше. Кроме ручки, вы посмотрите видео, можете еще под лезвие и на лезвие подкладывать прокладки из тех же самых старых лезвий, у которых вы РК срезали, и просто, или, допустим, под лезвие поклали, вы увеличили агрессивность. На лезвие поклали чуть-чуть, самый децл, вы эту агрессивность уменьшили. И вы изменили работу станка с теми же самыми лезвиями, которые у вас были. Для кого-то это способ действенный, для кого-то не очень. Многие говорят, что да ну ты что на костылях бриться, зачем тебе это надо, драм-драм. Да, ребята, да, согласен с вами. На костылях как-то тоже, знаете, но очень немалое количество людей использует эту фигню и вполне себе хорошо себя чувствует. Только надо с умом это делать. Не менять лезвие, допустим, сегодня ты это поставил, завтра то, а сделал прокладочку, допустим, измерил, там 3, 4, 5 прокладок сделал, и вот это лезвие такой толщины, это такой, ты то, что себе выбрал вот с этим лезвием, и с ним бреешься, а не так от балды, то да, это вполне себе может работать. Следующее. Вы, допустим, кроме этого способа, можете использовать еще и другой, тот, который мы с вами уже обкатывали. То есть, у вас есть станок, вы просто с существующего станка, если хотите какие-то изменения внести, убираете верхнюю плиту и ставите верхнюю плиту от другого станка. В зависимости от того, какую вы плиту поставите, вы опять измените тактико-технические данные и работу самого инструмента. Вот это все вы можете менять с тем, что у вас уже есть. А если, допустим, к этому еще добавить, что у вас есть там 3, 4, 5 станков, а если еще к этому добавить, допустим, что среди этих 3, 4, 5 станков 1, 2 у вас есть еще с регулировкой, вы представляете, насколько многообразна та палитра, которую я вам пытаюсь нарисовать? Я все это говорю не случайно. Каждый раз, когда у меня спрашивают совета, какой купить станок, или каждый раз, когда у меня спрашивают, вот Вадим Викторович там, или, допустим, мужики, а вот что делать, вот как сейчас Вася Батарейкин пришел, я вот на 89-й с РПЛ, и вот что мне делать дальше? Я каждый раз впадаю в ступор, потому что я лично представляю всю вот эту палитру, все это многообразие станков. И вот эта вся шкала вариативности, которая присуща этому инструменту, она множится еще на неопределенность щетины и кожи индивида. Подсказать практически невозможно. Единственный, на мой взгляд, действенный способ – это все пропускать через себя. Все пробовать самому. Это я вот сейчас вот это вот все рассказал не с целью, там, знаете, как отмазки, там Иванов там опять отбрехаться хочет. Ну, в некоторой степени да. Так, матчасть подвести, почему отбрехаться. Ну, не то чтобы отбрехаться, это просто лишний раз новичкам напомнить, насколько многообразен, насколько велик, насколько могуч мир влажного бритья. С одним только инструментом, Т-образным станком, Т-шечкой, можно сделать много всего интересного. Поэтому каждый раз, когда человек вот спрашивает у меня, вот у меня такой станок с таким лезвием, я вот хочу куда-то дальше идти, что мне делать, как мне быть? Вот, ребят, на отъебись неохота, так если прямо. Но в то же самое время я реально понимаю, что я не могу человеку помочь при всем желании. Вот у меня нет того ответа, который он ищет, потому что этот ответ он должен сам найти. Как это донести? Вот этим видео в том числе я пытаюсь. Это уже не первое подобное видео, много было таких. Но вот сейчас возник еще один такой вопрос, и возможно это лишний раз поможет кому-то подумать, кому-то включить в голову, кому-то начать соображать. А возможно кому-то просто что-то новое расскажет. И человек, может быть, даже не знал этого раньше, что вот с любым
С любым станком, который здесь есть, вот, можно вытворять такое. Вот это вот две 89 головы. Одна от Мюлля, а другая от Яков. Я больше чем уверен, что возьми их сейчас, поменяй верхние плиты местами. Это будут совершенно другие станки, не те, к которым мы привыкли. У этого ручка полегче, у этого потяжелее. Конфигурация, хоть это и эрзац с этой, но наверняка все равно другая. Все эти станки плавают там, от 28 до 29-30 градусов. Но тем не менее, какие-то мелочи, какие-то нюансы. У всех все разное. Вот об этом я хотел сказать. Еще. Василий, в своем сообщении ты написал, что может быть уйти на HD34, ой, на 3/4 мерку C, Вась, неправильное решение. У тебя исходная точка, смотри какая. Ты получаешь то бритье, которое тебе по кайфу, которое тебе заходит, тебя полностью устраивает, кроме пробрития проблемных зон. Так вот, если ты уходишь на мягкий станок, у тебя пробритие, на мягкий станок плюс агрессивное лезвие, ты не получишь то же самое, что средний станок с мягким лезвием. У тебя все равно идет в качество ухудшения. То есть ты уже есть определенный фактор. Основную массу уже будешь пробривать не так эффективно, основные плоскости, а в проблемных у тебя станет еще грустнее. Потому что мягкие станки это всегда уменьшение и вылета, и гапа, и прочее, прочее, прочее. А у тебя щетина такая, какая есть. Ты пошел в сторону уменьшения, ты уменьшаешь все эти параметры. Несмотря на то, даже что ты лезвие острое поставишь, а толку-то? Ты уже в меньшую сторону пошел. У тебя, еще раз повторю, вот с моей точки зрения, два варианта. Или оставаться на том, что на чем ты сейчас есть, но ставить более острое лезвие. Если то, которое тебе вот перед этим, ты говоришь, поставил и не зашло, слишком много раздражения схватил, но, возможно, тебе есть смысл другое поставить. Если с этим у тебя уж слишком так понтовито, попробуй другое острое, какое-нибудь, их немало. Их дофига. Кроме физера есть еще персона, и израильская, и американская, и этот не аквашарп, а вот пермашарп, и жилеты, да их ого, сколько. Вот со всеми этими поиграться. Но все равно, и все они будут гораздо острее, чем РПЛ. То есть вот с этим. Или просто брать более агрессивный станок. И подбирать снова заново лезвие. Но с другой стороны, там еще одна здравая мысль пробежала, что необходим все-таки баланс между чисто чувствовать и чисто выглядеть. Что в твоем случае требуется? Если тебе нужно просто выглядеть чисто, то, я думаю, это более простая задача. А вот если ты хочешь не только выглядеть, но и чисто чувствовать, чтобы ты сам для себя знал, что ты все выбрал, это посложнее. Это посложнее. Тут тебе, конечно, придется потужиться, попыжиться и что-то там придумывать. Но в любом случае ты будешь делать это все для себя. То есть ты будешь подбирать то, что тебя больше всего устраивает. И чтобы вообще вот во всем этом поставить точку, хочу еще раз напомнить. Нет самого лучшего станка. Есть тот станок, который вы в той или иной комбинации полюбили. Я все время говорю таймлесс, таймлесс, таймлесс. Это симбиоз нескольких его качеств. Эстетические, тактильные ощущения в руке, то, как он бреет. Есть люди, которым таймлесс не зашел совершенно. Их нельзя в этом винить, потому что они в своей системе ценностей пропустили этот станок, и он там не вызвал никаких ответных реакций. Ну как можно говорить человеку, да ты что не понимаешь, это же, ты вообще дуб. Нет, он не дуб, он просто такой, какой он есть. И этот станок не его. А у меня он нашел какой-то благодатный отзыв, какую-то ответную реакцию. И вот, знаете, ну, фломастеры. Вот так вот все. Поэтому трудно прийти в большой коллектив и сказать, ребята, я хз, что мне надо, но подскажите, что мне надо. И вот вам самому искать надо.
Это самый надежный, самый верный способ. Друзья, товарищи лишь могут вектор обозначить, в какую сторону грести. А уж дальше по этому пути вам нужно ему самому пройти. Без вариантов. Других просто нет. Очень, очень надеюсь на то, что вы меня услышите. Ну, а те, кто не услышит, буду продолжать стучаться в эти двери, не перестану, рук не опущу и попытаюсь все-таки объяснить, что мир влажного бритья – это ваш личный мир, это ваш персональный, до какой-то степени, возможно, даже интимный, потому что есть вещи, которыми вы можете поделиться, есть вещи, которые, допустим, вы не стремитесь афишировать, и в этом мире, как в любом обычном мире, это все нормально, потому что есть такая сторона, есть такая, и все эти стороны собираете в кучу, собираете едино только вы. Не какой-то дядя Вася, дядя Петя или Викторович, вы, именно вы. И как только вы это все соберете, это и есть тот фэншуй, к которому все мы стремимся. Мой фэншуй не может быть твоим фэншуем. До некоторой степени, конечно, может совпадать, но это так, если по теории вероятности. Но все-таки какие-то отличия будут, порой даже очень серьезные. Надеюсь, вы меня услышали. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и что? Пошли бриться.